Всем привет, народ! Сегодня мы с вами поговорим о бомбе, потому что скоро у нас уже должен быть, по крайней мере, по обещаниям разработчиков airdrop. Скоро мы должны получить свои токены и продать их, либо не продать их на бирже, на листинге и заработать, либо не заработать. И перед тем, как мы начнем, сразу советую не заходить в подобные телеграм-боты, не вносите донаты, не тратьте свое время, не тратьте деньги. Потратьте все это время свободное и эти деньги на себя любимых. Вот. И давайте обсуждать, что у нас в бомбе последнего произошло. Обещают вроде airdrop. И по предыдущим новостям, изначально, когда была АМА-сессия на лайне, нам говорили, что в течение 2 месяцев, это у нас был февраль, то есть где-то середина апреля. Также Тони нам говорил на онлайн АМА-сессии с Тоном, что airdrop будет в течение 2 недель, а это у нас было там чуть ли не 18 марта. И вроде вот у нас уже начался апрель, и пока нет никаких дат, ничего такого нету. Единственное, давайте начнем вот с этих постов, которые выходили у них на телеграм-канале. Вот 25 марта, где у них стартовал вот этот последний, самый вроде бы как ивент Bonanza апрель 2 икса. И многие в этих цифрах увидели дату airdropа, все-таки 2 икса, но у нас любое число можно подразумевать под 2 иксами. То есть 1 апреля у нас это 0,1, то есть 2 икса, и 30 апреля это у нас тоже 2 икса. Так что месяц, по сути, может быть либо это начало, либо середина, либо конец. Ничего конкретного здесь нам не говорится. И вот у нас прошел уже на сегодняшний день этот апрельский ивент, и больше никаких ивентов, давайте даже вставлю сюда свой аккаунт, все, у нас ивентов больше никаких нету. Остался у нас VIP-карточки месячные, но я их уже не покупаю, потому что airdrop тут должен вот вроде быть, и смысл покупать на 3 месяца сезонную карту и на 30 дней карту месячную, как бы и нету, не вижу я этого смысла. И остались у нас фонды, но они у нас как бы и не были каким-то ивентом, они были добавлены как дополнение, и все. И все, больше никаких акций, ивентов и тому подобное у нас нет. Но последняя новость, которая у них, предпоследняя там или последняя, которая у них уходила, нам намекает о новых каких-то нововведениях типа ивентов. Но будем обсуждать это позже. Идем далее. Начали у нас бомбе снимать комиксы. Не комиксы, точнее даже, а снимать аниме-сериальчики, в которых они вот тут рассказывают о путешествиях своего героя из бомби и сопротивления зомби. И первая анимация, да, у нас первая анимешечка, называется она Fake Elon. И где у нас Павел Дуров даже присутствует в этом анимешечке в виде такого вот героя. Итак, вот новости 28 марта они выходили, говорят нам они следующее здесь в этих новостях, что у них вышел тут музыкальный трек, много даже музыкальных треков на тематику бомби, что их можно прослушать на таких платформах, как Spotify, Tidal и YouTube, Apple Music и тому подобное. То есть на этих платформах можно, я писал в телеграм-канале, у кого есть там доступы, скиньте, можно послушать. Интересно, нет, ну надо будет поискать, найти, послушать, возможно, что-нибудь прикольное там есть. Итак, вышел вот такой вот пост 30 марта, как раз перед апрелем у нас, и намекает нам, что Бомби 2 it's coming, что вот-вот наступает скоро, coming, приходит, да, там, Бомби 2, то есть 2-й сезон Бомби. У нас еще 1-й не окончился, нам еще не раздали airdrop, не было ТГ и листинга, а уже говорят о 2-м сезоне. И здесь Think Big, получается, у нас тикер выходит, будет бомб. Судя вот по вот этой вот иконочке, тикер на листинге будет бомб. Возможно, либо тикер бомби, либо занят, да, либо он сильно длинный для биржи, я не знаю. Но почему-то вот у них бомб. Вот здесь нарисован тикер. Вот у них новость о том, что заканчивается у них вот этот вот весенний ивент, и что скоро-скоро у нас airdrop, радуйтесь, прыгайте, все будет скоро. Здесь 1 апреля, получается, шутка не шуткой, но я не знаю, я не проверил, не застал, было ли у них действительно это технические работы или не были. 1 апреля проходили технические работы, в которых они написали, что новый ивент лаунч, появится новый ивент и называется On-Chain Check-In. То есть чекины, грубо говоря, ежедневные, скорее всего, будут какое-то определенное количество времени.
И они нужны, во-первых, для того, чтобы отсеять неактивных игроков. То есть это будут чекины, хорошо, если это будут просто обычные чекины с обычной там транзакцией в 0,000 там 2 тона. Ну, комиссия за транзакцию. И тогда это будет нормально. А если они сделают по полтона, там, не знаю, по 0,3 тона, то есть каждый чекин, он будет ежедневный, это довольно-таки затратно. Но с другой стороны, данные чекины, во-первых, отсеют неактивных игроков. Те, кто зашел, и они там числятся, вроде немножечко монет получили, ну вот этих сереньких наших поинтов Z. И на них вроде бы как бы аирдропы будут распределяться. Но раз они неактивные игроки, они не принимают участие, и по рассуждениям, наверное, разработчиков, что они недостойны аирдропа, ну и с другой стороны, да, мы тут играем, мы следим за новостями, все, а тот, кто зашел, там, 2 дня поиграл и вышел, как бы, ну, нет смысла на него насыпать эти копеечки там. Они у него где-нибудь зависнут там, и все, ну, это будет не очень, потому что любой токен любит ликвидность. И исследователь ончейн отсекает тех самых неактивных игроков, которые не играют, которые не принимают участие. Во-вторых, ончейн чекины помогают отсеять очень, ну, таких на кустарных, на коленке сделанных фермы и ботов. Получается, когда большое количество фермы у тебя, там, да, большое количество 100, там, 200 аккаунтов, делать ежедневные чекины с 200 аккаунтами, то есть, ну, это нужно прописать нормального бота, который будет руководить этими, там, 200 аккаунтами, чтобы он делал чекины эти, а для этого нужно, там, не 200 кошельков, да, там, на каждом должен быть тон, чтобы делать эти самые транзакции, там, по 0,3, по 0,00, там, 2 тона, совершать вот эти чекины, то есть, это очень проблематично, и в теории это может отсекать такие кустарно на коленке сделанные фермы и ботов, тем самым уменьшая вот аудиторию, действительно, которая играет в эту игру, да, действительно, которая ей привержена, чтобы она именно получила этот airdrop. Но, как мы видим, во многих телеграм-ботах, во многих таполках эта функция, ну, не очень уж работает. Да, она отсекает, много отсекает людей, но не всегда отсекает добросовестно хорошо сделанные фермы и хорошо сделанных ботов. И получается вот такая вот новость. Теперь у нас будут ежедневные чекины. Но, как вы видите, пока ничего нету. Сегодня, то есть 1 апреля, и сегодня вот они будут проводить технические работы и сделают эти самые чекины. Будем надеяться, они будут дешевыми. И здесь у нас, получается, видеороличек есть. И он связан у нас с чем? Давайте даже вот этот текст я переведу и зачту его вам. Здесь у нас очень важные новости, которые касаются нашего с вами аирдропа, которого мы все с вами ожидаем. И здесь говорится у нас следующее. Сейчас переведу. Ну, будем рассуждать так, что это название у нас нового 2-го сезона, новой игры, которая будет во 2-м сезоне. И это Кэпи Бомб. То есть копия, ну, копия вообще копия будет, да, а это Кэпи Бомб, Пай Бомб, ну что-то такое, мне тяжело с английским языком. Революция уже здесь. Следующая глава о бомбе уже здесь, с Кэпи Бомб. Предоставляем первую в истории игру Stake and Earn в экосистеме Ton. Что такое Stake and Earn? Получается, мы с вами играем вообще в Play and Earn. То есть играй, ну, в игре зарабатывай, да, точнее Stake to Earn. Получается, и мы играем с вами в Play to Earn. Их зарабатывай в игре, типа играй и зарабатывай. Вот. А здесь у нас Stake and Earn, то есть стейкай и зарабатывай. То есть держи где-то свои токены и тем самым зарабатывай. Это у нас новая такая система получается в мини-апочках. И они об этом здесь нам описывают. Какие могут делать ставки. Ну, что такое могут сделать ставки? Вот здесь, если это в переводе. А здесь players can stake Bombi tokens. Получается, стейкать, холдить будет, если токены Bombi именно внутри вот этого приложения, внутри этой игры стейкать. Получается, ну, это будет, правда, не холдить, да, а стейкать. Чтобы разблокировать редкие предметы, ускорить процесс, получить конкурентные преимущества без дополнительных покупок и активов. Вот, о чем это говорит? То есть, если у нас сейчас это действительно представление 2-го сезона, представление новой игры, то есть второй части Бомби, в которой вот опять у нас снизу этот тикер указывается, Бомб, вот, и нам раздают эти токены, и начинается этот 2-й сезон, то у нас есть, по сути, вариант взять эти токены,
перевести их, ну, либо часть, да, там, перевести их в эту новую игру Cape Bomb, или как она будет еще называться, и там не покупать на них, а просто держать их внутри этого приложения у себя на балансе, и тем самым нам будут давать дополнительные вознаграждения, преимущества у нас будут конкурентные и дополнительные там всякие плюшечки. То есть тем самым они пытаются уговорить нас холдить токен Бомб, то есть чтобы на листинге не все лили в стакан, да, и токен не укатывался, потому что, ну, во-первых, как бы, ну, не то, чтобы тяжело его со дна там откупать, наоборот, со дна его легче откупать, не знаю, как бы, ну, как они собираются действовать, но они хотят, чтобы мы холдили токен, чтобы цена так не укатывалась, и хотят сделать этот токен нужным. То есть, по сути, что может произойти на листинге, на аирдропе? Ну, когда нам раздадут аирдроп, будет ТГЕ раздача аирдропа, мы получим свои токены, перейдем на биржу и начнем лить все это в стакан, то, возможно, появятся люди, которые лишь решат, что мы поиграем во второй сезон Бомби. Ну, приблизительно это будет выглядеть как? Если мы на листинге с вами получаем там X3, X4, X5, да, там, от своих вложенных средств в эту игру, то у людей, которые не играли, у людей, которые бросили тапалки, появится чувство фома. И им захочется, там было X5, а почему я не участвовал, да, появится фома, и все равно какая-то часть людей побежит принимать участие во втором сезоне. И там, чтобы получить это дополнительное преимущество, и будут эти люди, это все в теории, да, эти люди откупать на листинге эти токены, чтобы их занести в новый этот проект, чтобы получать дополнительные плюшки, чтобы там их стейкать и получать эти плюшки. То есть даже не тратить, а просто стейкать, держать их там. Вот, и тем самым они хотят создать вот такую вот ликвидность, да, у токена, что кто-то продает, потому что заработал, кто-то покупает, потому что хочет заработать во втором сезоне. В принципе, задумка очень интересная. Они нам не предлагают, как другие телеграм-боты и другие тапалки, просто тупо стейкайте наш токен, да, и вам будет счастье, он вырастет, и вы станете миллионерами, да, там. Или не продавайте, он в будущем вам пригодится, там. Как говорил на TapSwap, будут ставки там внутри нашей игры. Здесь, по крайней мере, уже проект, который существует давно. Кэтизен, потом у них вышла игра Бомби, сейчас они выпустили Кэти. То есть у них есть шанс того, что действительно будет второй сезон, действительно будет вторая игра. Доверие к ним гораздо больше, чем к другим разработчикам Telegram Mini App. Вот. И так что, в принципе, я вот уже задумался. Если я в теории получу на airdropе, на раздаче токенов, да, там, на листинге, довольно-таки неплохую прибыль, да, к своим вложенным. Образно представим, да, вложил я $1000, а на листинге смогу продать там за $3000, то я, может быть, я задумался уже об этом, продам на $1000 эти токены, заберу свое вложенное, остальные $2000 там в токенах, да, отправлю в эту игру, чтобы принять участие во втором сезоне. Я об этом пока задумываюсь, но все будет видно на листинге, посмотрим, как нас обрадуют разработчики Бомби, как они все-таки свой токен будут вести. И что они еще здесь нам описывают в этом посте, что игровой процесс CopyBomb создан легендарными бывшими инженерами XI. И даже фонд цифровых инвестиций Трампа присматривается к его технологии блокчейна. Некоторые говорят, что она даже может стать самой ценной игровой интеллектуальной собственностью десятилетия. Ну, конечно, замашка, это, можно сказать, плевок в небо, но если плевать сильно прямо в небо, то плевок всегда может возвратиться обратно. Так что, ну, как бы они хорошо не пытались об этом говорить, но не все всегда так сказочно, как ты надеешься. И благодаря Stake and Earn игроки получат бесплатный вход, во-первых, эпические будущие награды, включая эксклюзивные воздушные аирдропы, да, и влияние экосистемы, разрушая проклятие пика Бомби ТГЕ с момента запуска. Ну, что-то вот такое вот глобальное. Короче, судя по тому, что они здесь пишут, эпические там и тому подобное, а также airdrops, то, возможно, в будущем все-таки планируются еще дополнительные airdropы, то есть во втором и в третьем сезоне просто, возможно, токены будут другие. Либо они будут сейчас, после того, как люди будут лить стакан, откупать свои токены, и потом нам впоследствии в будущем, как сейчас делает Кэтизен, возможно, делает, а возможно, и раздает опять наши же токены. То есть, те же самые токены нам надо раздавать. То есть у токена появится волатильность. То есть их будут кто-то откупать, нам раздавать, мы их продавать, потом их опять откупать. Будет волатильность, будет ликвидность у токена, и токен тогда будет существовать более-менее адекватно. Итак, Бомби, ТГЕ, it's soon, it's coming soon. То есть уже близко, и to the moon, что бомб у нас полетит на Луну.
Вот, все, о чем это говорит, что airdrop у нас вот-вот близко, он приближается, вот в этом посте они нам говорят, что вот-вот уже скоро. Но ориентировочно, мне кажется, сейчас введут вот эти чекины, эти ежедневные чекины, и давайте я вот включу даже, получается, Кэтизена, включу геймцентр Кэтизен. И мне кажется, насколько я считаю, уже писал себе в телеграм-канале вот эти свои мысли, что вот у меня, видите, 765 токенов всего лишь пока. И их больше не будет, нафармил я. Вот, и мне кажется, что вот этот таймер, мы, скорее всего, ждем его. То есть вот осталось у нас на данный момент, пока снимаю ролик, 18 дней, 23 часа, там, 53 минуты. Ну и теоретически закончится у нас это все там, ну, в районе там 20 апреля. К тому времени они подготовят, посчитают, все сделают, и, скорее всего, ну вот в конце апреля будет у нас ТГЕ, раздача аирдропа и листинг на биржах. Так что будем ждать. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь вот с этими вот всеми своими расчетами, что привязываюсь к airdrop pass от Katizen Game Center. Но у нас здесь все-таки мы получаем бомби, и как их будет конвектировать. А также я все-таки думаю, что у нас не будет никакой вот дополнительной там дополнительных наград за дополнительные функции, что там за донаты будут нам накидывать вот сюда еще монет, за рефералов там и за тому подобное. В принципе, я думал до этого так, но после всех этих ивентов, после всех этих наград, после всех вот этих манипуляций, я понял, что скорее всего вот этот баланс, который мы с вами видим, мы его и получим, но не весь. То есть у меня вот сейчас, допустим, 140 миллионов, а так как примерно новость-то была, что всего эмиссия будет 10 миллиардов, и если у меня там 140 миллионов, а у некоторых там по миллиардам, то ну нет. Не эта сумма, нам, скорее всего, берут 3 последние цифры. И то есть теоретически вот у меня 140 миллионов, я получу 140 тысяч токенов. Что же касается там донатов. За донаты у нас здесь были ивенты, где мы получали билеты, дополнительные награды. Также здесь за донаты вот у нас открывались и все эти фонды, за это тоже мы получали дополнительные награды. Что касаемо рефералов, друзей приглашенных, здесь мы получали процент все равно от наших рефералов и приглашенных друзей за повышение ими уровней. Вот я могу показать, у меня здесь рефералов активных и нету. Вот человек, ну он недавно совсем зашел, вот буквально вот-вот. Вот человек вот-вот буквально зашел. И вот единственный еще человек, который перевалил. Это и все. Нам здесь вот за них все равно начисляют вот эти поинты дополнительные за каждого вот человека, кто там какие-то достижения в игре делал. За задания нам здесь тоже начисляют эти золотые монетки, airdrop, сундучки, за которые мы опять же повышаем уровни, добиваемся больших достижений вот здесь в арене и тем самым получаем больше этих поинтов. Так что теперь я склоняюсь к тому, что скорее всего баланс наш и есть то, что мы получим с вами на airdropе. Возможно, будут еще какие-то дополнительные плюшечки там за вот такие вот покупочки, как фридуров там и тому подобное. Может быть, но, по крайней мере, мне теперь кажется, что вот мой airdrop будет где-то в районе 140 тысяч. Ну, сколько у нас еще сейчас продлится, может быть, там до 150, до 160 догоню. Вот такие вот сегодня были новости. Надеемся, что я ошибаюсь, airdrop будет у нас немножечко пораньше. Возможно, в первой половине все-таки апреля нам его дадут, но маловероятно. Мне кажется, мы будем ждать раздачи airdrop пасса от Katizen Game Center. Пишите в комментариях ваши мысли, что вы думаете. Пишите балансы, сколько уже наколотили, потому что времени после моего предыдущего ролика прошло уже достаточно. У меня тогда было 120 миллионов, уже 140 миллионов. Да? Пишите, сколько вы уже достигли, потому что я, когда читаю ваши комментарии, мне всегда плакать охота, почему у меня так мало. Вот. Еще раз вас предупреждаю, не заходите в подобные боты, не вносите сюда донаты. Живите лучше для себя, а не для кого-то. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.